В тех проектах, которые я реализую, минимальный прирост производительности труда составляет 20%. А есть примеры, когда такой рост составил более чем 2 раза. И это отличный результат для компаний, но что получают рядовые сотрудники? Ведь получается, что после улучшения потока люди делают больше объем работы. Что с этим делать? Может быть, повышать заработную плату, или может сокращать персонал, или наоборот сохранять всех. Ведь в Toyota система пожизненного найма. Вопрос очень непростой, однозначных ответов нету. Расскажу о своем опыте и всех возможных вариантах, так что посмотрите это видео до самого конца. Всем лина! Меня зовут Сергей Лисин. Я реализовал несколько десятков проектов по развертыванию березливого производства в различных крупных промышленных компаниях. Прошу вас поддержать канал LitiPro, подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок, поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарий. Спасибо! Если вы прочитаете книги про успешные примеры развертывания березливого производства, то в них в 100% случаев найдете упоминание о том, что производительность труда выросла в разы. Производственная мощность предприятия растет без инвестиций. Все это за счет вовлечения сотрудников в процесс поиска, анализа и устранения потерь в потоке создания ценности. Компания получает миллионные экономические эффекты. Все это здорово, но как же быть с сотрудниками на участках реализации березливых проектов? Я рассмотрю 2 ключевых сложных аспекта, возникающих при рассмотрении заданной темы. Это как менять заработную плату на участках роста производительности и что делать с сокращенными должностями. Рассмотрим каждый из них. Так что посмотрите это видео до самого конца. Вы реализовали березливый проект, работать мы стали больше, а зарабатывать столько же. Мне кажется, все специалисты по березливому производству слышали такие слова от работников на участках внедрения Lean 6 Sigma. Согласитесь, что часть правды в этом есть. Есть случаи, когда ситуация может быть не столь драматична. Если на участке применялась сдельная система оплаты труда, то сотрудники будут поддерживать проект улучшения при условии, что сдельные расценки останутся прежними. С точки зрения вовлечения сотрудников, получение их поддержки – это хороший вариант. Но, как всегда, возникает это «но». Могут быть нюансы. Представьте рост выпуска в 2 раза. Тогда заработная плата сдельщиков тоже может вырасти в 2 раза. Здесь следует вспомнить, что заработная плата – это рыночная категория. Сколько бы в компаниях не утверждали, что именно компания управляет системой материального стимулирования, это не так. Заработной платой управляет рынок. Исходя из этого утверждения, покупать товар за цену в 2 раза выше, чем рынок, кажется нам абсурдной. Не будете же вы покупать хлеб за 100 рублей, если рядом на полке лежит точно такая же буханка за 50 рублей. Я учился в аспирантуре по дисциплине политэкономия и знаю, что труд – это живой, одушевленный товар. Так вот, еще раз, разумно ли покупать одушевленный товар за цену, значительно превышающую рыночную? Лично я за. Многие руководители думают иначе и имеют на это право. И на стороне позиции таких руководителей есть аргументы, и они находят у меня отзыв и понимание. Давайте задумаемся, а действительно ли сотрудники работают больше при росте производительности? Ответ не такой уж простой. Ведь сотрудники не тратят больше времени на рабочем месте. У них по-прежнему 8-часовой рабочий день. Рост производительности происходит за счет того, что снижается излишнее перемещение сотрудников, их избыточные физические усилия, сокращаются не только ожидания, но и авралы, уменьшается брак, ошибочные действия, излишняя обработка и прочие действия, которые потребляют трудовые ресурсы, физические или интеллектуальные силы сотрудников, но никакой ценности не создают. В большинстве случаев в моих проектах, как бы странно это ни звучало, для тех, кто не знаком с бережливым производством, производительность растет, а расход физической энергии снижается. Да, еще раз, основной прирост производительности в бережливых проектах происходит не за счет роста интенсивности эксплуатации человека, а за счет ее снижения. То же самое происходит, когда мы меняем старый станок на новый высокотехнологичный. Происходит ли в таком случае рост физического труда у работников? Подумайте об этом и дайте свой ответ. Каждая компания решает по своему усмотрению, что делать с ростом производительности. С другой стороны, в случае повременной оплаты или уменьшения сдельной расценки, когда сотрудники никак не поощряются за рост объемов выпуска или выполненной работы, возникают существенные риски. Совсем никак не стимулируя сотрудников, компания может столкнуться с негативным отношением к бережливому производству.
И если у вас такое происходит, это эпичный провал системы управления изменениями. Это тот риск, который обязательно требует управления. Что я рекомендую? Однозначного ответа нет, есть несколько рекомендаций. Первое. Прежде всего, уделите самое пристальное внимание пропаганде, информированию и поддержке бережливого производства. Доведите до сотрудников источники роста производительности, демонстрируйте снижение напряженности труда. Второе. Если компания решила поделиться с сотрудниками эффектом от роста производительности, то ограничьте прирост верхним уровнем рыночной заработной платы. Впрочем, никто не может запретить вам поделиться приростом производительности в полном объеме. Но даже в таком случае я рекомендую коэффициент от 0,2 до 0,7, который обозначает, что при росте производительности на 1% заработная плата растет на 0,2 или 0,7%. Третье. Для того, чтобы вы не увеличили фонд оплаты труда на долгий период, я рекомендую использовать так называемую 13-ю заработную плату. Это разовая выплата по итогам года или проекта, выплата, которая увязана с достижением целевого уровня производительности. Именно такой подход я использую в большинстве случаев. Какие подходы в части материального поощрения в случае роста производительности используете вы? Напишите в комментариях. Прежде чем поговорить о том, что делать с сокращением, я хотел бы попросить вас поддержать канал Литипро. Поставьте лайк, сделайте репост этому видео, напишите комментарий. Спасибо! Еще одной непростой темой при развертывании бережливого производства является вопрос, связанный с сокращениями сотрудников. Это происходит достаточно часто. Техническая модернизация, автоматизация и цифровизация, перевод работ и услуг на аутсорсинг, повышение операционной эффективности. Все это приводит к снижению трудоемкости и к сокращениям. По моему опыту я не вижу особой проблемы в этом, и я сейчас объясню почему. Дело в том, что в моих проектах крайне редко происходит реальное сокращение конкретных людей. Дело в том, что сейчас все компании без исключения испытывают сильнейший дефицит трудовых ресурсов. Никто в трезвом уме и светлой памяти не будет сокращать людей, которых с таким трудом наняли, особенно если речь идет об основных производственных рабочих, профессиональных специалистах. Сокращение касается в 99% случаев вакантных штатных единиц, которые всегда есть. Наибольшие риски увольнения касаются вспомогательных сотрудников, транспортировщиков, грузчиков, кладовщиков, офисных сотрудников, выполняющих малоквалифицированную рутинную работу, поскольку недаром они называются вспомогательными, то есть они выполняют функции, не создающие ценность. В рамках бережливых проектов действительно редко, но бывает сокращение. Например, в моей практике был такой проект. Его суть заключается в следующем. Предприятие выпускало пищевые продукты. Сложившаяся практика на предприятии была такова, что производство отгружало готовую продукцию на склад производства, а затем эта продукция перевозилась на склад сбыта и оттуда уже развозилась по клиентам. То есть было два склада, достаточно больших. На каждом работало около 50 человек, включая заведующих, грузчиков, кладовщиков, фасовщиков, ну и тому подобное. Проект заключался в объединении двух складов, исключая таким образом излишние площади, перемещения, перевалку, ну и, конечно, трудоемкость логистики. Отличный проект, разумный, устраняет значительную часть операций, не создающих ценность. Но при таком объединении количество необходимого персонала сокращалось приблизительно в 2 раза. Всем сотрудникам были предложены варианты. Части наиболее квалифицированных перейти на другие участки на аналогичные должности. Всем было предложено пройти обучение на другие специальности. И значительная часть сотрудников приняли эти два варианта. Но какая-то часть не была согласна переучиваться, и они были уволены по соглашению сторон с соблюдением всех законных прав работника и дополнительных выплат. Сторонники бережливого производства рекомендуют направлять высвободившихся сотрудников на решение задач повышения операционной эффективности в качестве лин-специалиста. Но в моем случае мне удалось создать из грузчиков специалистов по бережливому производству. Многие специалисты по бережливому производству выскажут критические суждения по данному шагу. По их мнению, сокращение сотрудников невозможно бережливой идеологией. Часто приводит в практику пожизненного найма на Toyota. Это устойчивое мнение. Сегодня выступлю немного провокационно. Но если вы наберете в любом интернет-поисковике Toyota увольняет сотрудников, то вы найдете статьи, в которых описываются факты массовых увольнений в автоконцерне.
Еще много аналогичных историй в различных компаниях бережливого толка. Кроме того, в Toyota практически все вспомогательные операции реализуются аутсорсингом. И там колебания в численности происходят очень просто. Таким образом, не нарушается принцип неувольнения. По моему мнению, незыблемость принципа «не увольнять» при развертывании бережливого производства требует осмысленности и привязки к конкретному случаю. В общем, не призываясь к массовому сокращению сотрудников, указываю лишь на то, что предприняв все усилия, чтобы сохранить кадровый потенциал, как крайний шаг, используйте увольнение. Я с полным пониманием отношусь к такому шагу. И еще раз оговорюсь, что в абсолютном большинстве случаев никакого реального увольнения сотрудников нет, так как все компании живут в состоянии тотального дефицита кадров. Сегодня поговорим о том, что делать с ростом производительности и снижением трудоемкости при развертывании бережливого производства. Простых ответов нет. Напишите в комментариях, как поступаете вы. А на сегодня это все. Вы лучшая аудитория. Всем лина!